Добрый день, мои хорошие! Вы на канале Светлана Лосева, и это канал о вязании. Сегодня хочу вам предложить связать вот такое очаровательное ажурное платье в таком нежном кремовом цвете. Здесь будет использоваться два разных узорчика у нас. Платье обычного кроя. Можно сделать длину по своему желанию, можно сделать мини, да, можно сделать вот такой средней длины по колено. То есть здесь можно даже длинное сделать, здесь все зависит от вашего желания. Вот. Узоры мы с вами, конечно же, свяжем, и тот, и другой. Очень интересные узоры. Я вот приближаю, посмотрите внимательно. Видите, нижняя часть у нас связана в виде листиков с цветочками, да, и верхняя такими вот треугольничками красивыми, очаровательными. Вот. Вырез горловины довольно глубокий и коротенькие рукавчики. Но это именно то, мне кажется, вот из всех платьев, которые я просмотрела, именно это отвечает вот моим каким-то эстетическим потребностям, то есть вот именно ее образ и сочетание цвета, и узоров, и сама вот эта вот классическая выкроечка, да, то есть мне все импонирует, мне все нравится, поэтому именно по этой модели я и делаю мастер-класс. И предлагаю всем, кому понравилась данная модель, следовать со мной дальше. Сейчас мы будем с вами рассматривать пряжу, выбор спиц и, конечно же, схемы, выкройка, как все как положено. Описание у нас будет составлено на 6 размеров. Будем вместе его с вами сегодня составлять. Итак, выбор пряжи. Дорогие рукодельницы, я очень рада, что вы зашли на мой канал. Если вы впервые на моем канале, пожалуйста, не забудьте подписаться. На моем канале много интересных мастер-классов по вязанию спицами и крючком. И их будет еще больше. Вы будете узнавать о новинках моего канала сразу же. Не забудьте поставить лайк под видео. Это поднятый вверх пальчик. Ваши лайки повышают рейтинг видео. И это не пустые слова. И к тому же, так видео попадает в вашу папочку понравившихся, и вы никогда его больше не потеряете. Для вязания этого платья я выбрала пряжу Yarn Art Jeans. Турецкая пряжа, 50 граммов, 160 метров, 55 хлопок, 45 полиакрил, цвет 83. Шикарная пряжа, мне очень нравится она. Она хорошей скруточки, нежная, хорошая пряжа. Средней толщины, спицы будем использовать 3,5. И вот так выглядит наш узор. Здесь у меня два раппорта связано, разных узоров, да, то есть первый узор вот такие красивые цветочки, видите, да, цветочный такой мотив. И вот здесь такие вот красивые треугольнички ажурные. То есть нижняя часть платья у нас в цветочках, а здесь в треугольничках красивых. И в совокупности это вот так выглядит. Ну, мы с вами один только раппорчик связали. Вы, в принципе, на модельке можете рассмотреть этот узор. Очень красивый узор, как видите, да, девочки? Очень эффектно смотрится. Если не платье, то можно связать красивый джемпер летний. Можно топ связать таким узором. Вот я показываю вам его степень ажурности. Вот. То есть это платье летнее, конечно же, очень эффектно смотрится. Соответственно, если вы будете куда-то на выход выходить в этом платье, нужен подклад, оно просвечивается, да. Ну, а если это будете вязать как пляжное платье, то это будет просто шикарное платье. Очень красивое. Уж точно все будут на вас оборачиваться, потому что это эксклюзивная работа, эксклюзивная вещь. Итак, давайте посмотрим схемы этих узоров. Схема узора у нас выглядит вот таким образом. 12 петель у нас ширина узора. Это схема 1, 24 ряда в высоту. Условные обозначения здесь довольно такие, уже часто применяемые, поэтому, стоит ли рассказывать. Для новичков скажу. Смотрите, моя хорошая, пустая клеточка – это лицевая петля. Подковка вверх – это накид.
такая вот галочка с циферкой 2 наверху, 2 вместе лицевой с наклоном вправо. И стрелочка вниз, 2 вместе лицевой с наклоном влево. Стрелочка вверх, 3 вместе лицевой с выделением центральной петли. Все. Дальше вторая схема. Схема 2. Верхняя часть наша вяжется. Значит, здесь тоже 12 петель, раппорт. Мы с вами, когда будем вязать образец, я покажу этот переход от одного узора к другому. И мы его вместе с вами свяжем. И здесь у нас 12 рядов в высоту еще, к тому же идет раппорт. Одна петля добавляется для симметрии в обоих схемах. Так, и наше описание. Описание вот таким образом выглядит. Будем сегодня вставлять описание для 6 размеров: 42, 44, 48, 50, 52, 54. Я не назвала 46. Смело можете использовать вот этот средний размер для 46-го. Просто по узору надо приплюсовывать один лишний раппорт. Ну, каждый раз с каждым размером у нас прибавляется раппорт, да, по 12 петель. Поэтому вот по мерочкам это получается 48-50. Если вам это слишком широко, ну, я не знаю даже, как тут быть. В принципе, возьмите что-то среднее, я не знаю. Тут вот сложно мне что-то вам сориентировать тут. Общий расход пряжи у нас 550 грамм, 650 в зависимости от размера, да. Ну, спицы я вам показывала, 3,5 мы будем использовать спицы. И описание вязания у нас идет. Все это мы с вами сегодня в конце видео я расскажу, как расположить узоры, сколько раппортов на каждый размер. И в общем, обосную вам все эти циферки, которые вы сейчас увидите в расчетах. Да? Все будет обосновано и рассказано, откуда что взялось. Вот так, мои хорошие. Так. Ну, почитайте все это сами под видео. Очень здесь простое описание, совершенно элементарное. Я вам выкройку не показала, сейчас я вам выкройку покажу. Выкройка тоже элементарная, как видите, да. Смотрите, значит, ширина у нас будет идти 47 сантиметров на первые два размера, 53 сантиметра на 48-50. Видите, я говорю, 46 сюда влезет, да, и 60 сантиметров на 52-54 идет платье. Прямой крой, очень простая классическая такая вариация. Рукавчик у нас, видите, в виде прямоугольничка. Очень тоже простая. Все очень просто вяжется, реально, девочки, по прямой линии. Мало тут у нас каких-то закруглений, только вот по вырезу горловины идут, да. То есть ни скосов мы тут не считаем, ничего. Очень простое вязание. И красивые узоры, просто восхитительные. Если вам не хочется вязать длинное платье, свяжите такую красивую ажурную тунику. Да, под брючки, под бриджи, под шорты. Ну, просто будет сказка. Не модель, а сказка. Итак, мои хорошие, давайте приступим к вязанию узора. У нас с вами вот такая схема. 12 петель у нас будет раппорт. Вяжется таким образом, что 6 петель для симметрии идут перед раппортом. Затем идет нужное количество раппортов по центру. Завершаем 7 петликами после раппорта. И так всегда делаем, для симметрии должно быть. То есть получается, по сути, здесь два раппорта, один из которых поделили пополам. Крайне правый сделали, крайне левый. Вот и все. Также будем, и когда распределять узоры, этим будем руководствоваться. Итак, мои хорошие, начинаем с вами. 39 петель я набрала и уже связала один раппорт. Вот он у меня как выглядит. Не разглаженный пока еще. Такие вот получаются красивые цветочки. Если не для платья, так для топа. Просто идеальный узор. Красивенький такой. И несложный. 24 ряда всего в высоту. Вяжем. Итак, у нас с вами 6 петель идут перед раппортом. Первый ряд. Лицевая. 2 вместе лицевой с наклоном влево. 3 лицевые. Раз. 2, 3, накид,
Связали 6 петель. Вяжем раппорт. Лицевая, накид, 3 лицевые. 1, 2, 3. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Я меняю петельки местами, поскольку я бабушкину вяжу петельки. И у меня вот эта вторая поверх первой накидывается. Я вяжу 2 вместе лицевой. Далее идет лицевая. И 2 вместе лицевой с наклоном влево. 3 лицевые. 1, 2, 3. Накид. Связали раппорт узора. Второй раппорт вяжем. Также начинаем. Лицевая, накид. 3 лицевые. 1, 2, 3. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Накид. Ой, лицевая, что я такое говорю? Лицевая. Опять 2 вместе лицевой с наклоном влево. 3 лицевые. 1, 2, 3. Вот так. Теперь накид. Связали второй раппорт. За раппортом 7 петель вяжем. Лицевая, накид. 3 лицевые. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Лицевая, изнаночная. Связали. Все ряды вяжем изнаночными петельками. Накиды тоже изнаночные у нас вяжутся. Вяжем с вами третий ряд. 6 петель у нас идут перед раппортом. Лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 2 лицевые, накид, лицевая. Вяжем раппорт узора. 2 лицевые, накид, 2 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 2 лицевые, накид, лицевая. Первый раппорт, второй вяжем. 2 лицевые, накид, 2 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 2 лицевые, накид, лицевая. И 7 петель за раппортом. 2 лицевые, накид, 2 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, лицевая, кромочную вяжем изнаночной. Четвертый ряд вяжем изнаночными петельками. Пятый ряд вяжем. 6 петель вяжем перед раппортом. Первый идет лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, снова лицевая, накид и 2 вместе лицевой с наклоном влево. Вяжем раппорт узора. Лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, лицевая, снова 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид. По центру идет лицевая, снова накид. И теперь 2 вместе лицевой у нас влево вяжется, лицевая, накид. И 2 вместе лицевой еще раз влево вяжется. Связали раппорт узора. Вяжем, повторяем второй раппорт. Лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид. По центру лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, лицевая, накид и 2 вместе лицевой с наклоном влево. Второй раппорт связали. За раппортом 7 петель. Лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, снова лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, лицевая и кромочная, изнаночная. Шестой ряд вяжем изнаночными петельками. У нас с вами 7 ряд. Итак, вяжем 6 петель перед раппортом, 2 лицевые, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, лицевая, накид. Далее идет раппорт узора. 3 вместе лицевой с выделением центральной петли. Первые и вторые петли я меняю местами.
так, чтобы у меня вторая была поверх первой. И провязываю 3 вместе лицевой. Делаю накид, вяжу лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, по центру 3 лицевые, 1, 2, 3, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, лицевая, накид. Первый раппорт. Второй раппорт вяжем 3 вместе лицевой с выделением центральной петли. Снова накид, лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 3 лицевые по центру, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, лицевая, накид. 7 петель за раппортом, 3 вместе лицевой вяжем с выделением центральной петли, накид, лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 2 лицевые, кромочная, изнаночная. Все. 8 ряд вяжем изнаночные петли. 9 ряд вяжем 6 петель перед раппортом, лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, лицевая. Далее вяжем раппорт узора, 2 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид. Опять 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид. По центру лицевая, накид. Теперь 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид. 2 вместе лицевой с наклоном влево, лицевая. Связали раппорт. И второй. Девочки, давайте будем вязать самостоятельно, чтобы видео не загружалось. За раппортом вяжем с вами 7 петель. 2 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, лицевая, кромочная, изнаночная. 10 ряд вяжем изнаночными петельками. 11 ряд 6 петель перед раппортом вяжем, 2 лицевые, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево. Связали. Вяжем раппорт узора, лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид. По центру 3 лицевые, 1, 2, 3, накид. И теперь 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, и 2 вместе лицевой с наклоном влево. Раппорт связали. Вяжем второй раппорт самостоятельно. После второго раппорта вяжем 7 петель. Лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, еще один накид и 2 лицевые, кромочная, изнаночная. Связали. Переворачиваем. 12 ряд все изнаночные вяжем. У нас с вами 13 ряд, и мы вяжем с вами 6 петель перед раппортом. Лицевая, накид, 3 лицевые, 1, 2, 3 и 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Вяжем раппорт узора, лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 3 лицевые, 1, 2, 3, делаем накид, по центру лицевая, снова накид, 3 лицевые, 1, 2, 3 и 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Связали раппорт узора, повторяем второй раппорт. 7 петель вяжем после второго раппорта. За работой вяжем лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 3 лицевые, 1, 2, 3, накид, лицевая, кромочная, изнаночная. 14 ряд все петли изнаночные. У меня 15 ряд вяжем
6 петель перед раппортом. 2 лицевые, накид, 2 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Вяжем раппорт узора. Лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 2 лицевые, накид, 3 лицевые, накид, 2 лицевые и 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Связали. Вяжем точно так же второй раппорт. 7 петель вяжем за раппортом. Лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 2 лицевые, накид, 2 лицевые и кромочная изнаночная. 16 ряд у нас все петли изнаночные. 17 ряд у нас с вами идет. Так, вяжем первая лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид. Вяжем раппорт узора. Лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево. По центру лицевая. И теперь наоборот, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид. Связали раппорт, повторяем такой же раппорт второй. 19 ряд вяжем нашего узора. Значит, 6 петель перед раппортом, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, лицевая. И теперь вяжем раппорт узора. 2 лицевые, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, лицевая, накид, 3 вместе лицевой с выделением центральной петли, накид, лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, лицевая. Самостоятельно вяжем второй раппорт. 7 петель за раппортом вяжем. 2 лицевые, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, лицевая, накид и снова 2 вместе лицевой с наклоном влево. Кромочная у нас изнаночная. 20 ряд вяжем изнаночными петельками. 21 ряд у нас 6 петель вяжем перед раппортом. 2 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, связали. Вяжем раппорт узора. Лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 3 лицевые по центру, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид. Связали раппорт узора. Повторяем второй раппорт и 7 петель вяжем за раппортом. Лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 2 лицевые, кромочные, изнаночные. Связали. 22 ряд, все петельки изнаночные вяжем. 23 у нас с вами ряд. Вяжем 6 петель перед раппортом. Лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, лицевая. И вяжем раппорт узора. 2 лицевые, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, по центру лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид,
2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, лицевая. Связали раппорт узора. Вяжем второй раппорт и вяжем с вами 2 лицевые, то есть 7 петель у нас идут за раппортом уже. Начинаем 2 лицевые, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, лицевая, кромочная и изнаночная. 24 ряд вяжем изнаночными петельками. На этом раппорт наш заканчивается высоту. Повтор идет с первого ряда по 24 снова, да. Получился вот такой узор у нас с вами. Но у нас есть еще один узор в верхней части платья, вы видели, да? Давайте посмотрим его схему. Вот так выглядит схема второго узора. 12 петель раппорт и 1 петля слева для симметрии идет, вы видите, да? Предлагаю вам связать этот узор сейчас. 12 рядов в высоту всего. Итак, вяжем с вами 3 раппорта. У нас будет по 12 петель, и 1 крайне левая будет для симметрии петля. Вяжем. Начинаем. Первый ряд у нас все петли изнаночные. Просто первый ряд вяжем изнаночные петельки. Второй ряд вяжем. Тоже все петельки будут у нас как смотрят вязаться. Ну, поскольку у нас там будут все лицевые, то мы свяжем все лицевые. Вяжем до конца ряда. Вяжем с вами 3-й ряд нашего узора. Кромочную сняли, вяжем. Первая у нас петля идет лицевая, накид, 4 лицевые, 1, 2, 3, 4, 3 вместе лицевой с выделением центральной петли, 1, 2 петельки меняю местами, да, вот так вяжу, 3 вместе лицевой, опять 4 лицевые, 1, 2, 3, 4, накид, связали раппорт узора. Вяжем второй раппорт следом, лицевая опять, накид, 4 лицевые, 1, 2, 3, 4, затем 3 вместе лицевой с выделением центральной петли, снова 4 лицевые, 1, 2, 3, 4, делаем накид, связали. Второй, 3-й раппорт вяжем, лицевая, накид, 4 лицевые, 1, 2, 3, 4, 3 вместе лицевой с выделением центральной петли, снова 4 лицевые, 1, 2, 3, 4, делаем накид, связали 3-й раппорт, и у нас для симметрии 1 лицевая, крайне правая, кромочная, изнаночная. 4-й ряд вяжем изнаночными петельками. 5-й ряд у нас с вами, я буду показывать, девочки, только 1 раппорт, поскольку смысла нет, все 3 одинаковые, да. Кромочную сняли, вяжем 2 лицевые, 1, 2, делаем накид, 3 лицевые, 1, 2, 3, 3 вместе лицевой с выделением центральной петли, меняю петельки местами, 2 поверх 1, вяжу 3 вместе лицевой, затем вяжем 3 лицевые, 1, 2, 3, накид, лицевая, связали раппорт, за раппортом, то есть вяжем еще 2 раппорта, и в конце 1 лицевая для симметрии. Вяжем, девочки. Итак, у нас с вами кромочная, и вяжем лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, 2 лицевые, 3 вместе лицевой с выделением центральной петли, 2 лицевые, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, связали с вами раппорт узора. Повторяем такой же раппорт еще. Вяжем с вами 9-й ряд раппорт. Значит, первые у нас идут 2 лицевые, 1, 2, делаем накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, лицевая,
По центру 3 вместе лицевой с выделением центральной петли. Лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, лицевая. Связали раппорт узора. Повторяем раппорт. Итак, вяжем с вами 11 ряд. Первый у нас идет лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, снова накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, 3 вместе лицевой с выделением центральной петли, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид. Раппорт связали, повторяем раппорт. Вот такой, девочка, у нас получается с вами связанный полностью раппорт. То есть вы 12 ряд еще свяжете изнаночные петельки, я уж не стала вязать. И вот такая красота у нас с вами вырисовывается. А сейчас у этой красоты, то есть у нас здесь 2 разных узора и вот такое сочетание красивое. И сейчас мы будем с вами делать влажную тепловую обработку образца, чтобы измерить его плотность по вертикали, по горизонтали. Итак, смотрите, горячим паром я вот так воздействую на наш с вами связанный образец и тяну его. Тяну в разные стороны. Надо его хорошо потянуть, девочки. Не переживайте, что он там перетянется, что-то такое, да, вот он сейчас влажный такой, хороший, податливый. Но мы должны с вами сделать эту процедуру. Давайте еще раз повлажним его. Особенно вот надо обратить внимание на края. Отпариваем хорошенько края. Так, вот у нас вытянулся. Ждем, когда он станет совсем абсолютно сухим. Сухой, расправленный, красивый узор. Так, ждем. И потом будем как раз приступать к измерениям и расчетам. Итак, девочки, смотрите. 20,5 я везде прикладываю. У меня везде 20,5 получается. Ну, 21. 21. 21. Все-таки возьмем 21. Так. И 39 петелечек мы набирали. 39 поделить на 21. Получаем с вами вот такая плотность. 1,85. Так и запишем. Итак, запишем. В 1 сантиметре у нас с вами 1,85 петель. Так, раз цифра. Вторая цифра будет у нас обозначать с вами сантиметры по вертикали. Вот так измеряем, считаем ряды. У меня 24,5 сантиметра получилось. И я должна посчитать, сколько у меня используется рядов в данном узоре. Здесь легко считать раппортами. Значит, у меня 2 раппорта связаны по 24 петли. То есть 24 на 2 это 48. И 1 раппорт 12 рядов. Получаем всего 60 рядов. И, соответственно, мы измерили с вами 24,5. То есть 60 рядов моего узора делим на 24,5 сантиметра. Получаю вот такая плотность. Но здесь, очевидно, 2,5 все-таки, согласитесь. Вот это вот число, если будем округлять, то 2,5. Я запишу, что в 1 сантиметре 2,5 ряда. Вот такая вот получилась у нас с вами история. Да? То есть вот эти сейчас цифры будем использовать в дальнейших расчетах. Так, смотрите-ка, вот 24 у меня вот сейчас. Еще раз померяю. Это очень важно, чтобы не ошибиться. Ой, нет, все-таки 24,5, девочки. 24,5. Итак, сейчас нам понадобится выкройка. Вот такая у нас с вами будет выкройка сегодня участвовать. Мы будем составлять описание для 6 размеров 42, 44, 48, 50. Но здесь можно с уверенностью 46 тоже использовать.
и 52-54. Прямой крой, как видите, все такое очень простейшее, не глубокая у нас получается пройма, 3 сантиметра всего. Вот, ну давайте по порядочку. На ширину, для 42-44 я взяла ширину спинки и переда 47 сантиметров. Для второго размера 48-50 я взяла ширину спинки 53 сантиметра, и для 52-54 60 я взяла сантиметров. И давайте посчитаем сразу. 47 мы умножаем с вами на нашу плотность. Помните, мы ее считали. 1,85 на 1,85. Получаем 87 петель. Ну, округляем, соответственно. Второй размер идет 53 сантиметра на 1,85. Это будет 98 петель. Надо, чтобы был 99. Нечетное будем брать число, девочки. Пишем 99. И третий размер у нас 60 на 1,85. 111 петель пишем. Здесь все хорошо, нечетное число. Так, теперь давайте по узору сразу. У нас раппорт 12 петель, да? Поэтому мы с вами делим на число раппортов, чтобы определить целое число раппортов в наших петлях. 87 первый размер на 12 делим. 7 целых раппортов. Значит, 7 умножить на 12 составляет 84 петли. Одна петля у нас берется для симметрии, вы помните, плюс 1, и 2 кромочные. 87 петель, как у нас, как и надо. Схематично я всегда рисую, сейчас вам опять нарисую. Смотрите, наш наборный ряд, представьте, это линия. И мы 12 и 7 раз по 12 петель мы вяжем. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, да? Но, смотрите, есть такое большое но. Мы с вами вязали, вы помните, да? У нас с вами один раппорт разделялся на две части. Одна первая часть шла крайне правая и завершала все половинка вот этого раппорта на 7 петлях. Помните, да? То есть идет вот эти 6 петель, затем сколько нам нужно раппортов по центру, и завершает все половиночка на 7 петлях. Также мы будем и здесь распределять узоры, девочки, чтобы красиво и интересно смотрелся узор. Мы с вами будем делать следующим образом. По центру у нас будет с вами идти 6 раппортов по 12 петель. Так, раз, два, три, 4, 5, 6, да? А с двух сторон 7-й раппорт мы также с вами, значит, 6 петель у нас будет вот так идти перед раппортом и 7 завершать. Ну и, соответственно, кромочная справа, кромочная слева, да? Понятно. То есть 6 раппортов по центру, 12 петель, и 7-й раппорт разделяем пополам. Крайне правый и вторая часть крайне левая. Все. И кромочные. Итого получилось у нас с вами нужное нам количество петель 87. Что касается других размеров, смотрите, 99 петель. Это будет 8 раппортов, сразу вам говорю. Ну, уже устно, да? 8 на 12. Смотрите, 96, да, плюс 1 для симметрии, 2 кромочные. Вот 99 петель. И также у нас будут распределяться узоры с той лишь разницей, что по центру будет не 6 раппортов, а 7. Да? И 8-й раппорт также у нас делится пополам. Крайне правые и крайне левые части будут. И для третьего размера будет 9 раппортов. Из них 8 будет по центру, и 9 будет делиться пополам. Раппорт. Понятно, да, как располагаем? Соответственно, вот с этой схемой руководствуемся. Как здесь мы вязали. Все. Теперь давайте далее. Дальше у нас с вами надо посчитать вырез горловины, пройму и сколько на плечи осталось, да, петель. Ну, как мы это делаем? Мы берем ширину нашу, размер 12,5, это 25 сантиметров. То есть 25 сантиметров у нас вырез горловины и умножаем с вами на плотность 1,85.
Ну, это 47 петель. Нам нужно, чтобы было нечетное число, обязательно. Потому что у нас участвует везде в вязании нечетные числа в наборе. Так, и мы с вами 47 петель делаем вырез горловины на все размеры. Пройма у нас глубина стоит 3. Я умножила на 1,85. В общем, там получается 6 петель, девочки. Ну, там даже 3,5. 6 петель будет. Так, и давайте посчитаем, сколько петель остается на плечи. Мы, значит, с вами 87, да, первый размер, отнимаем. 47 у нас идет вырез горловины, и 6,6 это будет 12 петель пройма. 28 петель на 2 плеча и делим на 2, на каждое плечо 14 петель придется. Это первый размер. И, соответственно, также мы считаем 99, отнять 47 вырез горловины и отнять 12 пройма, 40 на 2. Значит, это будет на второй размер плечо 20 петель. Ну, на третий я в описании написала, не будем тратить время, да, сами посчитайте. Так, в описании все под видео будет выложено, не переживайте. Я просто показала, как это сделать, расчет. Так, теперь давайте про рукав. У рукавчика у нас вот такой вот он совсем простой. Просто прямоугольничек вяжем, да. Ширина его будет у нас вот тут указана. 16,5 половинчатый размер, то есть 16,5 умножим на 2, то есть 33 сантиметра у нас будет полоса вязания, умножаем на плотность 1,85, это будет 61 петля. Но 61 у нас не получается, сразу говорю, надо, чтобы было 5 раппортов, 5 умножаем на 12, плюс 1 для симметрии, плюс 2 кромочные, надо, чтобы было 63, девочки, чтобы красивый узор лежал. Я думаю, что 2 петли роли не сыграют, а вот для эстетичного вида это важно. Поэтому берем 63 и, соответственно, добавляем по раппорту на другие размеры. На второй размер добавляем 6 раппортов, будет участвовать 75 петель. И третий, самый большой размер, 87 петель набираем. Тут будет 7 раппортов. Располагаем раппорт точно так же, как я вам сейчас рисовала. То есть центральная часть у нас идет по 12 петель раппорты, да, друг за другом следуют. И один раппорт делим пополам. То есть так же. Понимаете мою мысль, да? Ну, в общем, про вертикальную плотность. Заостряю внимание, для чего мы ее считали и сейчас будем применять. После стирки, вы видели, любое трикотажное полотно вытягивается, да, вязаное. Чтобы этого избежать, вот мы придумали в мастерице технологию такую придумали, считать плотность. То есть мы с вами заранее искусственным путем создаем на примере нашего образца такой вариант, когда мы его как бы увлажнили, потянули в разные стороны, дали высохнуть, да? То есть мы его адаптировали к тем условиям, которые у нас будут при эксплуатации данного изделия. Вот и все. И заранее все это дело просчитали, и теперь применяем этот коэффициент, эту плотность, да. Вот, например, высота 59 стоит мерочка, 59 сантиметров, да. Переводим ее в ряды сразу. У нас с вами в 1 сантиметре по вертикали 2,5 ряда. Мы с вами 59 умножаем на 2,5 коэффициент, да? 59 умножаем на 2,5. Получаем с вами 148 рядов. Округляем, сразу округляем. Так, потому что должно быть четное число. Ряды меряются в четными числами. 148 рядов. Так. И когда вяжем, так и делаем. 148 рядов. Мы не сантиметрами будем измерять, а рядами наше вязание. Это легко перевести в раппорты. Смотрите, значит, 59 сантиметров, 148 рядов. Это будет переведено в раппорт. Смотрите, у нас 24 ряда в раппорте, да? То есть мы 148 поделим на 24. 148 поделить на 24. Это будет 6 раппортов целых, то есть 6 умножить на 24, это 144, да, а надо, чтобы было 148. 144 ряда вы знаете, 6 раппортов, и плюс еще 4 ряда свяжите по схеме, и все. И тогда делаем пройму.
переходим на другой узор. То есть вот такой подробный, понятный ориентир, очень удобно им пользоваться. Понимаете мою мысль, да? Так, то же самое, любой вертикальный размер по выкройке мы обязательно будем также переводить в ряды и вязать согласно количеству рядов, а не согласно сантиметрам по измеренным. Ну, предположим, там вот 24, да, у нас идет от перемены узоров, мерочка идет до выреза горловины переда, стоит сантиметр 24. Мы с вами что делаем? 24 умножаем на плотность 2,5 и пишем 60 рядов. Вот, пожалуйста. То есть поменяли местами узоры, да? Ну, вернее, не местами, а просто по другой схеме начали вязать. 60 рядов вяжем. Как тоже раппортами меряем, тоже очень удобно. Вот у нас схема 2. И раппорт здесь какой идет? 12 рядов раппорт идет, да? А замечательно. Значит, берем наши 60 рядов и делим на 12. Ровно 5 раппортов свяжем и начинаем формировать вырез горловины. Видите, как удобно ориентироваться по раппортам. Я надеюсь, что мои объяснения были понятны, доступны. Конечно же, я думаю, что фигуры у нас разные. Вот эти все стандартные мерки, конечно, это очень хорошо, но кое-что надо все-таки уточнять. Ну, например, я бы уточняла длину изделия, да, потому что кто-то хочет покороче, кто-то хочет подлиннее, да, поэтому я думаю, что длину изделия нужно уточнять. Фигуру тоже у всех разная, у кого-то очень широкие бедра, узкие плечики, да, то есть с этим тоже надо как бы немного считаться. Или наоборот, да, узкие бедра, широкие плечи, и тогда тоже надо как-то тут вот, возможно, придется приталивать там, я не знаю, я бы не стала приталивать, я бы стала руководствоваться тем описанием, единственное, только откорректировала бы длину, наверное. Вот, ну и, в общем, мои хорошие, давайте, я вам все объяснила, все будет у вас под видео выложено, все описание. Я не думаю, что у вас будут какие-то проблемы возникать при вязании. Узор довольно интересный и несложный. Схема для вашего удобства есть, все в наличии, выкройка есть. Ставьте свои мерки. Кое-что можете подкорректировать, а можете и не корректировать, если прям все идеально совпадает с вашими размерами. И вяжем, вяжем красоту на лето, чтобы радоваться. До новых встреч, удачи вам!